Всем добрый день! В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о сроках реабилитации, на какой неделе, либо на каком месяце от начала реабилитации, от операции, от вашей травмы мы хотим добиться тех или иных результатов. Если вы какое-то время находитесь на моем канале, да, допустим, примерно несколько недель, месяц, то, скорее всего, вы уже знаете, да, что на моем канале я придерживаюсь, в общем-то, это не то чтобы мое мнение, но это мнение вот этого континента, где я живу, то есть североамериканские реабилитологи считают, что самая лучшая реабилитация – это ранняя реабилитация. То есть как можно раньше от начала травмы либо операции мы начинаем реабилитацию. И считается, что самыми благотворными месяцами являются как раз-таки первые 6-8 недель, то есть первые 2 месяца после травмы и операции. Поэтому, в общем-то, все мои ролики, да, ну, большинство роликов, большинство комплексов, они направлены именно на восстановление в первые недели, в первые месяцы после вашей травмы, после операции. Означает ли это, что если прошло 2 месяца, да, вот то, что нам удалось добиться за 2 месяца, все, дальше мы ничего не добьемся? Нет, конечно, да? Нет, конечно. Это означает лишь то, что вот эти первые несколько месяцев, а именно 6-8 недель, в эти недели нам удается, как правило, добиться примерно 75-80% от вот этих 100% реабилитации. Но, конечно же, и после этих 6-8 недель, после этих нескольких первых месяцев ранних, мы и дальше можем делать реабилитацию, и дальше добиваться хороших результатов. И в целом, в общем, считается, что реабилитацию можно продолжать вплоть до 1 года после травмы, либо после операции. И отсюда я вам хочу сказать, что когда мне на канале пишут, что вот у вас была операция, что там все хорошо прошло, и вас поставили в ожидание, в очередь на реабилитацию, и очередь составляет примерно 3 месяца ожидания, то я вам скажу честно, это просто как вот ножом по сердцу вы меня режете, потому что я знаю, что вот эти 3 месяца первых, это как раз-таки самое драгоценное, самое плодотворное время для того, чтобы добиться хороших результатов. Поэтому даже если вы находитесь сейчас в очереди, в ожидании на свою реабилитацию, конечно же, не сидите без дела, если вы тем более на моем канале, начинайте делать упражнения, начинайте свою реабилитацию самостоятельно. Итак, начнем по поводу сроков реабилитации. Да? Итак, в первые 6 недель от начала операции, чего мы хотим увидеть, это практически полную амплитуду движения в суставе. О каком бы суставе ни шла речь, голеностопном, коленном, тазобедренном суставе, в первые 6 недель мы пытаемся добиться 3/4 от, это практически полная, хотите, если то это примерно 80% от максимальной амплитуды движения в суставе во всех направлениях. Не забывайте, пожалуйста, что у каждого сустава есть свои движения. Давайте быстренько пройдемся по нашим суставам. Если мы говорим о голеностопном суставе, то у нас здесь 4 движения: сгибание наверх, сгибание вниз, поворот во внешнюю сторону, поворот во внутреннюю сторону. Если мы говорим о коленном суставе, здесь у нас 2 движения: это сгибание в коленном суставе и разгибание 0 градусов в коленном суставе. Если мы говорим о бедренном суставе, я встану, чтобы было удобнее. Если мы говорим о операции, там, протез бедра, либо перелом бедра, какие здесь движения? Это движение сгибания бедра,
Это движение разгибания бедра, то есть нога, когда назад уходит, да. Далее это отведение прямой ноги в сторону, то есть отводящее движение. Далее это приводящее движение, четвертое. И еще два движения, я их покажу сидя. Это разворот бедра к наружу, то есть это вот это движение, когда мы надеваем носок, это как раз-таки движение, которое происходит в бедре, да, вот это вращательное внешнее движение. Это пятое движение в бедре и вращательное внутреннее движение, вот это, извиняюсь, бедро покажу, вот, это шестое движение. Вот эти все движения, ну, в зависимости от того, на каком суставе у нас была травма либо операция, то есть по каждому суставу мы разрабатываем все движения, и, соответственно, в 6 недель у вас должно наблюдаться примерно 80%, либо 3/4 от максимального движения в этом направлении. Да? Так, все, с движениями разобрались. Это амплитуда движения сустава. Также хочу вам напомнить, что если речь идет об амплитуде движения в суставе, то, как правило, мы говорим, имеется в виду активное движение в суставе и пассивное. Да? То есть активная амплитуда – это когда вы сами можете сделать это движение. Пассивное движение – это когда вы можете сделать движение, но при помощи рук, там, при помощи пояса, либо другой человек вам помогает сделать это движение. Так вот здесь, когда я говорю, что в 6 недель у вас должно быть примерно 80%, либо 3/4 от максимальной амплитуды в суставе, я имею в виду как раз-таки активное движение, то есть вы сами должны сделать это движение. Как только у нас наблюдается 3/4 амплитуды движения в суставе по всем направлениям, соответственно, мы считаем, что первая часть реабилитации выполнена, в кавычках, да, ну, мы продолжаем работать над ней, но она выполнена, и мы подключаем вторую часть реабилитации, это работа над мышечной массой. Работа над мышечной массой – это вторая большая часть в реабилитации, которую мы начинаем. Мы ее начинаем в небольшой степени уже в начале операции, да, но это самые такие простые движения на стимуляцию основных мышечных групп нашего сустава, но основные силовые упражнения, которые направлены именно на укрепление наших мышц, мы начинаем примерно в 4-6 недель после операции. Да, чтобы у вас так небольшая схема складывалась в голове, вообще из чего состоит реабилитация. Вот это основные два блока, это амплитуда движения сустава и это мышечная сила, наработка мышечной силы. Да, то есть в начале вашей реабилитации, первые 4-6 недель, вы в основном работаете над амплитудой движения сустава и пытаетесь всеми правдами и неправдами добиться близкой к максимальной амплитуды движения по каждому направлению в данном суставе. И далее, да, то есть когда эта часть выполнена, мы начинаем подключать уже вторую часть, это силовые упражнения, это укрепление нашего сустава. Поэтому, в общем, если вы возьмете любой комплекс восстановления на моем канале, будь то голеностоп, колено, либо бедро, то вы, в общем-то, заметите, да, что первая фаза у меня реабилитации – это фаза, как правило, направленная на возврат амплитуды движения по всем направлениям в суставе. И там вторая, третья фаза – это уже более сложные фазы, направленные на восстановление мышечной силы по, опять же, всех основных мышечных групп в данном суставе. По поводу того, как долго восстанавливается. Если мы говорим о суставе, да, вот давайте возьмем сустав, то сустав состоит из разных, как сказать, из разных частей, да, то есть в суставе есть кость, в суставе есть капсула, есть связки, то есть которые стабилизируют наш сустав, и есть сухожилие. Сухожилие – это место крепления мышцы
к кости. Ну и есть, соответственно, сами мышцы. Так вот, на своем канале я часто использую такое слово, как мягкие ткани. Под мягкими тканями я, как правило, подразумеваю вот это все, за исключением кость. Кость и вот это все мягкие ткани основное. В мягкие ткани, в моем понимании, включается капсула, связки, мышцы, сухожилия, ну и кожа. Да, то есть это все мягкие ткани. Так вот, давайте по поводу, как долго восстанавливается. Да, часто вы задаете мне этот вопрос, как долго восстанавливается там, допустим, кость, как долго срастается кость, либо как долго заживает мышца, либо связка. Так вот, что касается кости, то кость заживает в среднем 6-8 недель, максимум это 12 недель. Есть исключения, когда срастание проходит тяжело, но это, я вам скажу, очень редкие исключения, когда кость заживает более чем 12 недель. В среднем считается это 6-8 недель, среднее срастание кости. Поэтому на ваш вопрос, если у вас прошло несколько месяцев после перелома надколенника, и вы боитесь делать упражнение из-за того, что ваша кость паттела, надколенник снова поломается, то нет, нет. Я вам говорю еще раз, нет, не сломается она, потому что кость, она хорошо срастается, и нужно приложить огромную силу, это силу равную, чтобы вы снова упали, допустим, прямой удар, причем сильный удар, тогда она сломается, но просто с вашими упражнениями нет, вы не сломаете заново ни надколенник, ни вашу бедренную кость. Поэтому, если вы не уверены, если вы боитесь, хорошо, там, до примерно 6-8 недель можете аккуратно делать, либо вообще не делать ваши упражнения, но после 8 недель я вам настоятельно рекомендую, начинайте делать ваши упражнения, если у вас был перелом. То, что касается мягких тканей, то есть вот это все остальное, за исключением кожи, я вам скажу. Кожа заживает быстрее. Кожа это вообще на самом первом месте у нас по заживлению. Заживление кожи составляет примерно в среднем 3 недели. Если у вас был послеоперационный шрам, то наверняка вы заметите, что примерно в среднем 3-4 недели, и этот шрам, то есть на уровне кожи, он хорошо стянулся, и как бы начинает образовываться вот это уже как бы шрам послеоперационный, да? То есть кожа у нас это примерно 3 недели. Вся остальная часть, вот это все остальные мягкие ткани, капсула, связки, сухожилия, мышцы, заживают в среднем 6 месяцев. Это в теории, да, может быть немножко дольше, может быть немножко короче, но опять же не намного быстрее и не намного короче, я вам скажу, в среднем это 6 месяцев заживления вот этих мягких тканей. Отсюда частый вопрос, который задают, например, мои пациенты, и вы иногда тоже задаете этот вопрос, почему снаружи кажется, что все хорошо затянулось, все хорошо зажило, вы мне пишите, послеоперационный шрам замечательный, красивый, все красиво, все хорошо, но сустав продолжает болеть. Так как раз таки потому, что да, мы видим только внешнюю часть всей вот этой работы, которую внутри вам сделали, то есть да, снаружи заживает быстрее, но внутри все это будет заживать в течение 6 месяцев. Отсюда следующая частая жалоба – это боль и скованность в суставе. Особенно речь идет о коленном суставе. Наверное, первая жалоба из всех жалоб, которые можно собрать, да, по поводу коленного сустава, это скованность в коленном суставе. Откуда она берется? Вот она как раз-таки отсюда и берется, что у вас мягкие ткани, они продолжают заживать, то есть вот эти все месяцы после операции, вот минимум это до 6 месяцев,
у вас там происходит заживление, у вас там происходит воспалительный процесс, да, то есть вот это все тянется и заживает, поэтому отсюда, соответственно, если у нас происходит заживление в каком-то месте на нашем теле, то это, как правило, воспалительный процесс, да, то есть тело пытается принести больше питательных веществ в это место, да, то есть больше циркуляция в этом месте, там, крови, да, и всех питательных веществ. То есть это, соответственно, приводит к воспалительному процессу в этом месте, да, допустим, в коленном суставе. Отсюда как раз-таки вот эта частая жалоба, это скованность в вашем суставе. Ну, опять же, часто это в коленном суставе, потому что в бедре тоже есть, но не в такой степени. В голеностопном суставе тоже есть, но тоже не в такой степени. То есть коленный сустав, он как-то выделяется из всех этих суставов по ощущению скованности. Хотим ли мы, чтобы это воспаление сохранялось, да, чтобы этот отек воспаления держалось? Здесь ответ хотим и не хотим, да. Сейчас как бы в наше время считается, что да, это хорошо, что происходит воспаление, что происходит заживление, да. Сейчас в основном, я даже скажу, совсем не прописывают противовоспалительные препараты. Не знаю, по крайней мере у нас в Канаде их вообще не прописывают после операции, да. Считается, что тело должно само среагировать и сделать, да, все, чтобы сустав зажил, то есть мы не сбиваем вот это воспаление противовоспалительными препаратами. Поэтому да, мы хотим, чтобы тело среагировало, чтобы было воспаление, чтобы был отек и чтобы все это само хорошо заживало. Но, большое но, это то, что мы не хотим, чтобы это сильно влияло на нашу реабилитацию. То есть да, мы этого хотим, всего воспаления, заживления, да, но мы не хотим, чтобы этого было много. Отсюда основная рекомендация, которую я не устаю вам давать, что да, воспаление это хорошо. И я согласна, что да, хорошо, что вы ждете, да, пока там воспаление пройдет, да, что там ничего особо не надо трогать и так далее. Но в то же время вот эта мысль, которую я вам дала в начале ролика, что первые 6-8 недель это самые главные недели в реабилитации, здесь как бы мы уже выбираем, как сказать, ну, меньшую из зол, да, то есть мы хотим, чтобы было воспаление, но мы не хотим при этом испортить всю нашу реабилитацию. Поэтому мы даем телу восстановиться, но в то же время мы пытаемся немножко сбить, немножко убрать вот это воспаление, которое в больших количествах случаев оно слишком присутствует, да, вот слишком сустав отекает, слишком он воспаляется, и все это мешает нам там сгибать, да, разгибать и так далее, работать. Поэтому отсюда рекомендация – это с первых дней, с первых недель делать все для снижения воспаления в суставе, кроме лекарств, да, это и самомассаж, это нога на возвышении, это прикладывание льда. Отсюда рекомендация прикладывания льда каждые 2 часа на 10 минут, потому что именно при этом расписании, согласно, опять же, научным данным, согласно статистике, то есть это не из неба, если хотите, взята рекомендация, да, каждые 2 часа прикладывание льда. Это все было выведено научными исследованиями, статистикой и так далее, что вот это прикладывание льда, да, каждые 2 часа на 10 минут, оно снижает наше воспаление, но не слишком, при этом не слишком его убивает. И еще одна частая жалоба допустим, сейчас скажу на примере на коленном суставе, это боль под коленным суставом.
именно при операции на коленном суставе, здесь речь идет о протезировании на коленный сустав. Тоже вот вторая по популярности жалоба. Первая — это скованность в коленном суставе, вторая — это вот жалоба, что больно под коленным суставом. От чего это возникает? Это возникает, ну, конечно, может быть, это связано и с самой операцией, да, может быть, вам что-то повредили там во время операции, но вот, не знаю, я даже на первое место, наверное, поставлю по причине, почему это возникает, это стянутость подколенных мышц, стянутость ваших сгибательных мышц колена. У нас сгибательные мышцы колена идут под коленом, крест-накрест, да, как вы помните, одна группа крепится под коленом, вторая группа крепится над коленом, и вот как раз-таки после операции они начинают стягиваться и начинает возникать боль. Поэтому, чтобы, опять же, снизить эту боль, мы начинаем делать все упражнения на растяжку коленного сустава в разгибании. То есть это упражнения, все упражнения, которые вы найдете на моем канале с названием «Как добиться полного разгибания в коленном суставе». Это и сидя, нога на противоположном стуле, да, это и напротив стены, растяжка в разгибании и так далее. Вся вот эта вариация упражнений. На этом все. Это все, что я хотела сказать по поводу сроков реабилитации и примерной схемы восстановления. Да? Если вы хотели бы задать вопрос, задавайте под данным роликом. Всем хорошего настроения и всем до следующих роликов. Всем пока!